Достаточно ли сегодняшней короткой фразы Чонгука, чтобы пошатнуть основы отношений, которые армии годами считали одной из самых крепких связей в BTS? Или же мы все являемся свидетелями начала величайшего эмоционального недопонимания в истории современного поп-фандома? Этим утром ленты социальных сетей внезапно превратились в гигантский зал судебных заседаний. Тысячи видеофрагментов, быстрые переводы, анализ интонаций и скриншоты комментариев циркулируют бесконечно, словно все соревнуются в поиске одного и того же ответа. Что именно имел в виду Чонгук, когда, наконец, честно заговорил о своих чувствах к Тэхёну? Это просто проявление зрелости или сигнал о трещине в чем-то, что считалось незыблемым? Этот вопрос возник не на пустом месте. Он родился из момента, который в первые секунды кажется простым, даже сухим в подаче, но постепенно превращается в эмоциональную бомбу, взрывающуюся в головах фанатов. В своем заявлении Чонгук не кричал, не плакал и не предавался излишней драме. Именно в этом и заключается главный сюрприз дня. Спокойным, размеренным, почти холодным тоном он выстраивал предложение за предложением, как человек, который долго обдумывал свои слова. Никаких спонтанных фраз, никаких преувеличенных эмоций, которые раньше вызывали смех или мгновенную симпатию. Остается лишь впечатление, что это нечто долго копилось внутри, стало слишком тяжелым, чтобы оставаться скрытым, и должно было наконец выйти наружу, невзирая на последствия. Армии, привыкшие видеть в Чонгуке жизнерадостного, энергичного и эмоционального Макни, внезапно столкнулись с его другой версией. Версией зрелой, рефлексирующей и почти философской. Именно в этот момент начали множиться домыслы. Многие спрашивают, почему сейчас? Почему не в прошлом году или до перерыва в деятельности? Почему фраза звучит как заключительное слово, а не как начало диалога? И что самое болезненное для некоторых фанатов, почему имя Тэхёна ощущается в каждой паузе, даже если оно не всегда произносится вслух? Отношения Чонгука и Тэхёна, которые фандом часто называет «вигуки», «тикук», не возникли из ниоткуда. На протяжении многих лет их близость была одной из самых обсуждаемых и анализируемых тем. От взглядов на сцене до закулисных шуток и молчаливых моментов, случайно запечатленных на камеру, все это подпитывало версию о том, что между ними существует особая связь, выходящая за рамки простого участия в одной группе. Эта история живет не только благодаря фантазии фанатов, но и потому, что сами артисты никогда не закрывали дверь для интерпретации полностью. Они позволяли моменту существовать, расти и иногда выходить из-под контроля. Но сегодня все ощущается иначе. Чонгук не говорит о сладких воспоминаниях или ностальгии по прошлому. Он не вызывает смех старыми историями. Он говорит о дистанции, о переменах, о том, как люди растут и иногда должны принять тот факт, что не все отношения останутся такими же, как прежде. Эти фразы, хотя они звучат обыденно и могут относиться к любому человеку, многими сразу же связываются с Тэхёном. Почему? Потому что контекст никогда не существует сам по себе. Он всегда формируется историей, а история Чонгука и Тэхёна слишком долгая, чтобы ее игнорировать. Некоторые аналитики фандома пытаются подойти к этому заявлению более академично. Они изучают структуру предложений, выбор слов и интонацию голоса Чонгука. Они сравнивают это с предыдущими интервью, ища закономерности и сдвиги. Результат заставляет некоторых людей нервничать еще сильнее. Кто-то пришел к выводу, что Чонгук устанавливает новые эмоциональные границы, шаг, который часто делают, когда хотят навести порядок в отношениях, слишком долго находившихся в серой зоне. Другие утверждают, что это высшая форма честности, не расставание, а переопределение. С другой стороны, всплеск эмоций среди армии неоспорим. Многие заявляют, что чувствуют себя потерянными, хотя сами до конца не понимают, что именно они теряют. Присутствует чувство предательства, но также и чувство облегчения. Предательство, потому что история, которую они строили годами, кажется, рухнула за считанные минуты. Облегчение, потому что наконец появилась ясность, даже если она причиняет боль. В мире фандома неопределенность часто мучительнее, чем горькая правда. Сам Тэхён до момента написания этой новости не дал прямого ответа. Это молчание лишь сгущает атмосферу. Каждая его старая публикация пересматривается, каждое выражение лица анализируется заново. Простое фото может вызвать тысячи спекулятивных комментариев. Грустит ли он? Знал ли он заранее,
что это произойдет. Или он предпочитает молчать, понимая, что не на все нужно отвечать словами. Интересно, что часть армии начала задаваться вопросом о роли медиа и самого фандома в создании эмоционального давления на айдолов. Возможно ли, что Чингук говорит это сегодня не только из-за своих отношений с Тэхёном, но и из-за груза ожиданий, который продолжает накапливаться? Годами каждый его жест интерпретировался. Каждая улыбка считалась кодом. Каждое отдаление оценивалось как конфликт. В таких условиях желание прояснить ситуацию становится очень человеческим. Но главный вопрос повис в воздухе: действительно ли отношения Вигуков закончены? Или мы просто наблюдаем естественный переход двух личностей в период взросления? В психологии отношений перемены не всегда означают конец. Иногда это просто знак того, что старая фаза завершена, а новая еще не до конца понята. Чингук в своей спокойной, но твердой манере, возможно, приглашает публику увидеть в них людей, а не символы. Тем не менее, не все готовы принять этот рациональный подход. Во многих уголках интернета все еще доминируют эмоции. Кто-то злится, кто-то плачет, кто-то находится в стадии отрицания. Некоторые даже обвиняют Чингука в разрушении коллективного воображения, которое долгое время было эмоциональным убежищем для многих фанатов. Эти обвинения, хоть и резкие, показывают, насколько глубоко переплетены айдолы и фандом. Когда рушится привычная история, удар кажется личным. С другой стороны, звучат голоса, восхваляющие смелость Чингука. Они видят в этом взрослый поступок, пример того, как публичный человек может быть честным, не провоцируя скандал. Никаких сенсационных признаний, никаких дешевых драм. Только честность, облеченная в полное осознание последствий. В индустрии, которая часто требует идеального имиджа, такое отношение встречается редко. По мере развития событий одно стало предельно ясно. Какой бы ни была интерпретация, сегодняшнее заявление Чингука изменило то, как многие люди смотрят на динамику внутри BTS, в частности на отношения между участниками. Он открыл новое пространство для обсуждения, пространство, которое, возможно, было плотно закрыто односторонними предположениями и ожиданиями. Это пространство неуютное, заставляющее задавать вопросы и заряженное эмоциями. Но, возможно, именно здесь проверяется зрелость фандома. Является ли это концом Вигуков в том виде, в каком их представляли? Или это именно начало более реалистичного и гуманного понимания Чингука и Тэхёна как личностей? Ответа пока не существует, и он может никогда не появиться в форме, которая удовлетворит все стороны. Одно можно сказать наверняка: сегодняшний день запомнится как момент, когда одно простое заявление сумело потрясти мир фандома, заставив каждого остановиться и спросить себя, любим ли мы их как людей или просто как истории, в которые хотим верить. И посреди всего этого шума один намек ощущается особенно сильно. Чингук не закрыл дверь, он просто изменил ракурс. Он не говорит «конец», он говорит о переменах. Разница в этих словах может показаться тривиальной, но для тех, кто готов слушать внимательно, именно в этом кроется главный сюрприз дня. Разница между завершением и изменением сейчас находится в центре самых жарких споров. Потому что именно там скрыт истинный смысл, и именно там эмоции армии проверяются на прочность. Многие забывают, что перемены часто пугают сильнее, чем очевидный финал, потому что они заставляют людей находиться в серой зоне, области без определенности, без дефиниций, без ярлыка, за который можно зацепиться. Чингук косвенно поместил всех в эту область сегодня. Если проследить глубже, заявление Чингука не появилось в вакууме. В последние месяцы динамика BTS действительно демонстрировала едва заметные сдвиги, которые видны только тем, кто внимательно следит за деталями. Меньше публичных взаимодействий, более закрытый язык тела и то, как они говорят друг о друге, все это стало более рефлексивным, чем когда-либо. В свое время это считалось признаком зрелости или следствием индивидуальных графиков. Но после сегодняшнего заявления эти маленькие кусочки пазла, кажется, складываются в новые, гораздо более сложные повествования. Некоторые фанаты пытаются вспомнить старые моменты Чингука и Тэхёна, ища контрасты с текущей ситуацией. Они сравнивают непринужденный смех прошлого с тишиной сегодняшнего дня, спонтанные шутки с выверенными заявлениями. Именно здесь начинает зарождаться чувство потери. Не потому, что что-то полностью утрачено, а потому, что что-то перестало быть прежним.
Для фандома, который долго жил эмоциональной стабильностью, эта перемена ощущается как небольшое землетрясение, колеблющее основы. Но за всем этим стоит еще одно измерение, которое редко обсуждается открыто – давление идентичности. Чингук рос перед камерами, превращаясь из подростка во взрослого человека, и каждый этап его жизни проходил на глазах у миллионов пар глаз. У Тэхёна был такой же опыт. В таких условиях любые отношения, будь то дружба, братство или любая другая эмоциональная связь, будут искажаться. То, что должно быть личным, превращается в общественное достояние, и в какой-то момент честность становится единственным способом вздохнуть. Некоторые аналитики поп-культуры считают, что Чингук сегодня пытается вернуть себе право на собственную историю, взять под контроль то, что о нем говорят. Долгое время история вигуков формировалась в основном внешними интерпретациями, а не явными заявлениями самих участников. Говоря открыто, но оставаясь двусмысленным, Чингук как бы говорит, что не все истории должны подтверждаться или опровергаться согласно желаниям публики. Но именно эта двусмысленность провоцирует эмоциональные всплески. В мире фандома прямолинейность часто воспринимается как решение, а нюансы – как угроза. Когда Чингук выбирает осторожное слово, он может хотеть защитить всех участников, но для некоторых армий эта осторожность кажется дистанцией. А дистанция в эмоциональном контексте всегда интерпретируется как потенциальный разрыв. Тем временем молчание Тэхёна усиливает драматизм ситуации. Отсутствие ответа не означает отсутствие чувств, но публика редко проявляет терпение, ожидая чьих-то внутренних процессов. Каждый час без нового заявления считается косвенным подтверждением худших догадок. На самом деле, молчание также может означать уважение к пространству или даже признательность за только что выраженную честность. Интересно, что посреди этого шторма эмоций наметился сдвиг в сторону более зрелой дискуссии. Некоторые фанаты предложили рассматривать отношения Чингука и Тэхёна как живые человеческие отношения, а не как статичную сказку, которая всегда должна соответствовать ожиданиям. Они подчеркнули, что близость не всегда должна проявляться с одинаковой интенсивностью. Есть фаза сближения и фаза отдаления, и все это нормально. Тем не менее, эти рациональные голоса часто тонут в громких эмоциональных волнах. Хэштеги говорят сами за себя. Слова «конец», «трещина» и «потеря» доминируют в разговорах, хотя сам Чингук их никогда не произносил. В этом заключается сила и опасность коллективной интерпретации. Она может создать реальность, которая кажется настоящей, даже если она не полностью основана на фактах. В этот момент первоначальный вопрос возвращается снова. Окончены ли отношения вигуков? Или же мы являемся свидетелями их самой честной фазы, которая больше не окутана избыточной романтизацией? Если смотреть шире, то произошедшее сегодня может касаться не только Чингука и Тэхёна, но и того, как публика учится принимать право айдолов на перемены. Чингук не говорил, что отдалился из-за конфликта. Он не упоминал никаких негативных чувств. Он говорит о росте, о понимании себя, о принятии того, что не все может сохраняться в прежней форме. Это очень человечная, почти психологическая история. Но в контексте эмоционально заряженного фандома эта история превращается в огромную драму. С наступлением ночи стало ясно одно – сегодня нет окончательного ответа. Ни подтверждения, ни опровержения. Есть только коллективная рефлексия, замешательство и эмоции, которые еще не нашли своего места. Возможно, главный сюрприз в том, что после стольких лет обсуждений Чингука и Тэхёна публика наконец была вынуждена признать, не у всех историй есть четкий конец. И, возможно, именно в этом кроется глубокий смысл, в том, что отношения, как и люди, не всегда можно свести к одному предложению или одному моменту. Что бы ни происходило между Чингуком и Тэхёном, это часть их пути, и никто не вправе претендовать на владение этой историей или определять ее. Вопрос теперь не в том, закончатся ли вигуки, а в том, готовы ли мы принять факт, что они сами вправе определять свою судьбу, даже если она не совпадает с нашими надеждами. Когда дискуссия смещается с вопроса «что случилось?», на вопрос «почему нас это так задело?», меняется и сама атмосфера разговора. Многие фанаты начинают осознавать, что их сегодняшняя реакция – это не просто ответ Чингуку или Тэхёну, а отражение эмоциональной привязанности, которую они строили годами.
В глобальном фандоме отношения участников BTS часто служат эмоциональными якорями, на которые фанаты проецируют свои надежды, чувство безопасности и даже идентичность. Поэтому, когда один из таких якорей сдвигается, шок кажется личным. Здесь заявления Чонгука обретают новое измерение. Он говорит не просто об отношениях с одним человеком, а о процессе определения зрелости в свете прожекторов, которые никогда не гаснут. Его фразы, звучащие просто, подразумевают осознание границ, понимание того, чем стоит делиться, а что нужно сохранить для себя. Для кого-то это звучит как закрытие главы. Для других – как попытка защитить нечто по-прежнему ценное от разрушения чужими ожиданиями. Многие также вспоминают, как BTS часто говорили о важности честности и роста. Не раз участники подчеркивали, что не хотят быть заложниками застывшего образа. Они хотят меняться, учиться и расти, даже если это означает разочарование для некоторых людей. Сегодняшнее заявление Чонгука кажется созвучным этой философии, хотя его влияние оказалось гораздо сильнее, чем он мог предположить. Но публика редко дает время на осознание. Цифровой мир движется быстро, требуя мгновенных выводов. За считанные часы сформировалась своя история, видео с реакциями, аналитические ветки в соцсетях и мнения, поданные как факты, заполнили ленту. В этом шуме истинный смысл слов Чонгука рискует утонуть. Его слова разбирают на части, выбирая то, что соответствует сиюминутным эмоциям, а не воспринимая их как единое целое. Тем временем тень Тэхёна продолжает присутствовать в каждой интерпретации. Хотя он еще ничего не сказал, его присутствие ощущается остро именно из-за его отсутствия. Есть те, кто трактует молчание как рану. Есть те, кто видит в нем зрелость. Некоторые верят, что самое важное общение происходит сейчас вдали от камер, в частном пространстве, недоступном для публики. Эта вера, хоть и утешительна для некоторых, не может остановить спекуляции. Интересно, что некоторые наблюдатели подчеркивают, этот момент может стать поворотным в том, как фандом смотрит на отношения между айдолами. Долгое время близость праздновалась без учета последствий. Когда же проводятся границы, реакцией часто становится разочарование, а не эмпатия. Заявление Чонгука косвенно бросает вызов этой модели поведения. Он приглашает увидеть, что близость не всегда означает полную открытость для публики. За всеми анализами и дебатами стоит более тихая, но не менее мощная эмоция – страх потери. Не только потери истории, вигуков, но и потери чувства общности, которое ощущалось через динамику BTS. Для многих армии отношения участников являются отражением идеальной дружбы, чего-то, что дает надежду. Когда это отражение дает трещину, беспокойство распространяется на все остальное. Изменится ли BTS? Станет ли их единство другим? Но история BTS показывает, что перемены – это не конец. Группа прошла через множество этапов трансформации, как в музыке, так и в личном плане. Любая перемена всегда сопровождается тревогой, но она также дает жизнь новому пониманию. В этом контексте заявление Чонгука можно рассматривать как часть более крупного цикла движения к более зрелой честности. Со временем интенсивность эмоций, вероятно, утихнет, но вопросы, оставленные сегодня, будут продолжать резонировать. Готовы ли мы, как зрители, принять версии Чонгука и Тэхёна, которые не всегда соответствуют нашим ожиданиям? Способны ли мы отделить то, чего хотим мы, от того, что нужно им? На эти вопросы нет простых ответов, но, возможно, в этом и заключается суть зрелости фандома. И когда ночь вступила в свои права, среди какофонии реакций медленно проявилось одно осознание. Что бы ни произошло между Чонгуком и Тэхёном, их отношения никогда не были полностью публичными. Они всегда находились на перекрестке между видимым и скрытым. Сегодняшнее заявление, возможно, немного приоткрыло занавес, но за ним все еще остается пространство, понятное только им двоим. Возможно, это самый трудный сюрприз для принятия. Не все истории должны заканчиваться определенностью. Иногда самое честное – это признать саму неопределенность. И посреди всех спекуляций о конце или переменах одно остается неизменным. Чонгук и Тэхён, как и все мы, идут своими путями роста. Пересекутся ли эти пути снова или продолжат идти параллельно, покажет время. А пока остаются только вопросы, эмоции и момент, который запомнится как день, когда одно простое заявление изменило наш взгляд на все.
В конечном итоге сегодняшний день не дает нам однозначного ответа, не представляет отрезвляющих разъяснений и не закрывает историю финальной точкой, как многие того ожидали. Напротив, этот день оставляет длинный, многослойный и трудно поддающийся упрощению эмоциональный след. Заявление Чингука, произнесенное без излишней сенсационности, превратилось в большое зеркало, которое отражает не только динамику его отношений с Тэхёном, но и то, как публика интерпретирует близость, перемены и честность в мире айдолов. Окончены ли отношения Вигуков? Если под «концом» понимать полное исчезновение без следа, разрушение конфликтом или холодную эмоциональную дистанцию, то нет ни единого конкретного доказательства, указывающего на это. Но если под «концом» понимать завершение определенной фазы, привычной формы близости или истории, которая жила в коллективном воображении фандома, то, возможно, ответ гораздо ближе, чем многим хотелось бы признать. И в этом кроется боль. Потому что труднее всего принять не потерю человека, а потерю той версии истории, которую ты уже успел полюбить. Чингук не разрушал отношения резкими словами. Он сделал это с тихой честностью, зрелым тоном и осознанием того, что каждое его предложение будет взвешиваться, препарироваться и интерпретироваться бесконечно. Тэхён своим молчанием также подчеркнул, что не все ответы должны быть даны сегодня или публике. В этом молчании истинный смысл может оберегаться, а не скрываться. Этот момент войдет в историю как одна из самых эмоциональных точек в жизни фандома BTS не из-за скандала или открытого конфликта, а потому, что он заставляет каждого столкнуться с реальностью, о которой редко говорят вслух. Айдолы растут, меняются и устанавливают границы. Даже когда эти перемены неудобны для тех, кто наблюдает издалека, здесь нет злодеев и жертв, есть только люди, переходящие на следующий этап жизни. И, возможно, это самый честный урок сегодняшних новостей о BTS. Близость не всегда должна быть напоказ, чтобы быть настоящей. Перемены не всегда означают расставание. Молчание не всегда означает холод. За всеми кликбейтами, спекуляциями и переполняющими эмоциями остается одна простая, но часто игнорируемая истина. Чингук и Тэхён – это не символы и не истории, принадлежащие общественности, а личности, которые имеют полное право сами определять, как им чувствовать себя понятыми или непонятыми вовсе.